Добрый день, друзья. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня 13 августа 2026 года. В этом видео я подробно, максимально точно разберу ключевой процессуальный вопрос в уголовном производстве по делу об убийстве Ирины Фарион. Вы узнаете, почему Вячеслав Зинченко должен быть освобожден из-под стражи в зале суда. Очень просто. Вы узнаете, в чем проблема прокуроров и как они лоханулись. Итак, вперед. Вопрос следующий. Если обвиняемый Вячеслав Зинченко заявил, что в момент убийства Ирины Фарион он находился на съемной квартире и смотрел фильм, то обязан ли он сам предоставлять доказательства этого своего заявления, этого своего алиби? Или же обязанность проверки этого утверждения лежит на стороне обвинения? Казалось бы, мелкий вопрос, да? Казалось бы, прокурор должен по своей функциональной, роли в процессе обвинителя знать все свои права и обязанности. Но, как всегда бывает, правоохранители наши страдают проблемами в своем правовом образовании. Сразу зафиксируем, друзья, важный факт, что Вячеслав Зинченко уже заявлял в судебном заседании о том, что в момент совершения преступления, которое ему инкриминируется, он находился в съемной квартире и смотрел фильм. Более того, он неоднократно настаивал на исследовании активности своего телефона именно за период, когда произошло убийство, утверждая, что эти данные подтверждают его алиби. И это его процессуальная позиция, заявленная в суде. Поэтому мы будем исходить именно из этого факта. И давайте разберем этот вопрос строго по закону, без эмоций и без оценочных суждений о виновности или невиновности. Начнем с фундаментального принципа. Часть 2 статьи 17 Уголовного процессуального кодекса Украины устанавливает: никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении уголовного правонарушения. Лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном этим кодексом и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Это не декларация, это обязательное правило, которое определяет распределение бремени доказывания в уголовном процессе. Это императив. Статья 91 УПК Украины определяет, какие обстоятельства подлежат доказыванию
в уголовном производстве. К ним относятся события уголовного правонарушения, время, место, способ и другие обстоятельства его совершения, виновность обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, форма вины, мотив и цель совершения уголовного правонарушения, другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Статья 92 УПК Украины прямо указывает обязанность доказывания обстоятельств, предусмотренных статьей 91 этого кодекса, возлагается на следователя, прокурора и в установленных законом случаях на потерпевшего. Обратите внимание, закон не возлагает эту обязанность на обвиняемого. Обвиняемый не должен доказывать, что он невиновен. Обвинение должно доказать, что он виновен. А теперь перейдем непосредственно к алиби. Алиби в уголовном процессе – это утверждение о том, что в момент совершения преступления лицо находилось в другом месте и по этой причине не могло совершить инкриминируемое деяние. Обвиняемый имеет право заявить об алиби. Он также имеет право представить доказательства в подтверждение своего алиби. Однако закон не обязывает его это делать. То есть Зинченко не обязан предоставлять доказательства в подтверждение своего алиби. Обязанность проверить заявленное алиби лежит на стороне обвинения. Если алиби заявлено, следователь и прокурор обязаны провести проверку. Эта проверка должна быть полной, объективной и всесторонней. Но проверил ли следователь, проверил ли прокурор алиби Зинченко? Нет, конечно. Они заявили, что Зинченко не привел доказательства своего алиби. Ну, что сказать? Неграмотные в правовом отношении прокуроры и следователи – это не редкость в украинской правоохранительной системе. И в данном случае мы имеем дело именно с такой ситуацией. Ситуацией, когда правоохранители, прокуроры, следователи недостаточно подготовлены в области права. Но идем дальше. Что именно подлежит проверке в данном случае? То есть, что именно не сделали прокуроры и следователи? Если обвиняемый утверждает, что в момент убийства он находился на съемной квартире и смотрел фильм, сторона обвинения обязана проверить, действительно ли в указанное время в этой квартире осуществлялся просмотр видеоконтента, с какого именно устройства велась активность,
была ли эта активность результатом действий самого обвиняемого или устройство работало в автономном режиме, соответствуют ли данные о местонахождении обвиняемого его утверждению, имеются ли иные доказательства, которые либо подтверждают, либо опровергают заявленное алиби. Только после такой проверки сторона обвинения вправе делать вывод о том, опровергнуто алиби или нет. Если проверка не проводилась, что имеет место в данном процессе, или если проверка не устраняет разумных сомнений относительно местонахождения обвиняемого в момент преступления, эти сомнения в соответствии с принципом презумпции невиновности толкуются в пользу обвиняемого. Отдельно остановлюсь на распространенном заблуждении. Еще раз. Некоторые считают, что если обвиняемый заявляет об алиби, то он обязан принести доказательства, представить их, показания свидетелей, скриншоты, записи и так далее. Это абсолютно неверно. Закон предоставляет обвиняемому право представлять доказательства, но не возлагает на него обязанность. Требование «докажи сам, что смотрел фильм» прямо противоречит статье 17 и статье 92 УПК Украины, даже если сторона обвинения считает, что алиби является ложным и утверждает, что телефон был оставлен в квартире специально для создания видимости присутствия обвиняемого, это утверждение также подлежит доказыванию. Прокуратура обязана представить суду доказательства того, что устройство действительно работало без участия обвиняемого. Сам обвиняемый в это время находился в другом месте. Совокупность собранных доказательств исключает возможность нахождения обвиняемого в квартире в момент преступления. Без такого доказывания утверждение о фальсификации алиби остается лишь версией стороны обвинения. Также важно понимать последствия, если алиби не опровергнуто. Если после проведения всех необходимых следственных и судебных действий остаются разумные сомнения в том, что обвиняемый находился на месте преступления в момент его совершения, суд обязан истолковать эти сомнения в пользу обвиняемого. Это прямое следствие принципа «все сомнения толкуются в пользу лица» in dubio pro reo, который является неотъемлемой частью презумпции невиновности. В заключение сформулирую основные выводы предельно четко. Первый. Вячеслав Зинченко уже заявил в судебном заседании, что в момент убийства Ирины Фарион он находился в съемной квартире и смотрел фильм. Это его процессуальная позиция. Второе. Обвиняемый не обязан самостоятельно представлять доказательства заявленного алиби. Закон предоставляет ему такое право, но не возлагает обязанность. Третье. Обязанность проверить заявленное алиби и при наличии оснований опровергнуть его лежит исключительно на стороне обвинения, на следователе и прокуроре. Четвертое. Любое утверждение стороны обвинения о том, что алиби было сфальсифицировано,
путем оставления телефона в квартире также подлежит доказыванию в установленном законом порядке. Пятое. Если после проверки остаются разумные сомнения относительно местонахождения обвиняемого в момент преступления, эти сомнения толкуются в его пользу. Это не оценка доказанности вины или невиновности конкретного лица. Это строгое применение норм Уголовного процессуального кодекса Украины. Именно так должен работать уголовный процесс в правовом государстве. На этом я завершаю. Если у вас есть вопросы по процессуальным аспектам данного дела или по другим вопросам уголовного судопроизводства, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить в следующих видео. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков.